Which of these forces separated you? Всем привет! Сегодня у нас расклад «Кто или что разлучило вас?». И давайте в долгий ящик откладывать не будем. Сразу приглашу вас в проживание арканов, в закрытые расклады, в марафоны, в эзотерическую библиотеку и, конечно же, в манифест. Ссылка в описании к видео и в закрепленном комментарии. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Первый вопрос для сигнификации у нас, что сейчас между вами в разлуке. И знаешь, этот твой бывший по картам, он до сих пор тянет одеяло на себя через вот какие-то денежные вопросы. Формально он алименты платит, но он каждый раз ноет, как ему тяжело. Требует вот отчетов за каждую копеечку. А потом еще пытается тебя шантажировать, типа, а вот если ты не разрешишь ребенку со мной на выходные, я платить не буду. Примерно вот так. Это даже не про деньги уже, а про контроль. Он как собака на сене. И сам не хочет полноценно участвовать в жизни вашего общего ребенка, и тебе не дает нормально жить. А ты до сих пор прыгаешь под его дудочку. Оправдываешься, нервы тратишь на эти бесконечные споры. Он ваши взаимоотношения превратил вот в чисто финансовые разборки, где ты вечно в положении просящий. И самое плохое, что через вот эти гроши он продолжает держать тебя на крючке эмоционально. Ты думаешь, там за справедливость борешься, а на деле ты просто на месте топчешься. Понимаешь? На месте вот в полном какашках, и которые они тебя не покидают, эти какашки. Между вами сейчас только деньги и тонны взаимных претензий. Никакого уважения нет, никакой коммуникации нормальной тоже нет. И ребенок это все видит, между прочим. А потом спрашивают, а почему дети современные не очень? Кто или что вас разлучило? Ну, он сам, знаешь, все прокакал своей подлостью. Он где-то на стороне нашел себе новую, как говорится, песочницу, пока ты дома с ребенком в 3 горла орала. Да, это измена, причем она не спонтанная, он долго и системно прятал концы, играл вот в этого идеального семьянина. А когда вот правда вылезла, даже не попытался семью сохранить, сразу свалил к ней. Но самое мерзкое не это, самое мерзкое то, что он до сих пор вид делает, что это ты во всем виновата. Мол, ты меня не понимала, у нас не было страсти, и вот это вот лапша, чтобы скинуть с себя ответственность. Это вот классический трус, который вместо честного разговора предпочел сбежать через черный ход. И знаешь что, даже не пытайся искать логику в его поступках. Этот человек, он просто не способен на ответственность. Ну, нет у него, нет вот этого, как сказать, в организме, в мозгах нет вот этой вот функции. Он как крыса с тонущего корабля. То есть бежал при первой же возможности, бросив тебя разгребать последствия. А причина разлуки тут одна: он оказался тварью. А ты вовремя просто не разглядела. Никаких тут высших сил судьбы, просто это его гнилая натура взяла верх.
Нет, это вас не высшие силы разлучили, не судьба подножку поставила. Это гнилая натура человека. Ну а что ты думала, я тебе буду говорить, что тырым-пырым, что ли? Нет. Какой совет? Хватит в подушку реветь и жалеть эту тварь. Ты сама себя в ловушку загнала. Сидишь, смски его разбираешь, подписана на его соцсети, следишь за его новой пассией. Ну это же мазохизм полный. Давай ты уже перережешь этот эмоциональный пупок. Заблокируй его везде, кроме вот одного какого-нибудь этого там, этот, как называется, мессенджер, ну, в каком-то приложении, чтобы вопросы по ребенку решать. И даже там вот только факты. Там, например, забери из школы в пятницу, там нужны деньги на лекарства. Никаких вот этих вот «как дела?», «а помнишь?», без вот этой ерунды. Он тебе сейчас не друг, не мужчина твой, не партнер. Он просто источник алиментов на твоего ребенка. Все. И подавай на увеличение выплат, если он долги копит. Хватит быть тряпкой, бери все, что положено тебе по закону, без стыда. И перестань себя винить. Ты не гадалка, чтобы предсказывать подлость. Сейчас твоя задача — это вычеркнуть его из головы, как просто неудавшийся эксперимент, и дальше жить. Чем быстрее ты перестанешь эту жвачку жевать из прошлого, тем раньше ты поймешь, насколько легче станет. Ну, а что ты хотела? Вот чтобы я что сказал тебе? Ну, так оно и есть. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Двоечки, сразу говорю, первый вопрос для сигнификации. Что сейчас между вами в разлуке? Между вами бардак. Бардак, нервотрепка с элементами цирковых выступлений. Вот примерно так. Даже не так, а вот с элементами уехавшего цирка. Да? Цирк уехал, а он остался. И он, знаешь, вот один как маятник туда-сюда мечется. То пытается за все хвататься, то срывается в истерику, как будто вот 3 дела одновременно в зубах держит и удержать не может. И знаешь, вот прям, как сказать, он просто вот взял и свалил без предупреждения. Даже толком объяснить не удосужился, оставив тебя вот просто с кучей недопонятых вопросов и билетом в один конец в голове. Общение сейчас — это как вот попытка собрать пазл во время землетрясения. Ты ловишь обрывки фраз, какие-то звонки резкие, сообщения с опозданием на 3 дня, но общей картины нет. Деньги, быт, какие-то совместные планы — все повисло в воздухе, как белье грязное. Ты метаешься, вот знаешь, вот ты вот мечешься между вот этим «надо мне во всем разобраться» и вот этим вот «да пошло оно все». А он уже где-то там. Он новые горизонты штурмует, даже не оглядывается на тебя. Понимаешь? Главное сейчас — это вот дикая разбалансировка. Ты один на один с кучей нерешенных вот этих, как его, пазлов, да, квестов, а он как будто на другой планете живет. И самое плохое, что никакой ясности нет, ни мира, ни войны между вами, ни даже четкого «прощай» нету. Просто вакуум, в котором болтаются обрывки как бы ваших отношений. Кто или что вас разлучило? Ну, знаешь, тут, как сказать, тут 2 момента. Первый момент — это его семья с их вот этими золотыми советами. Квартира, наследственность, всякие маменька с папенькой, которые влезли как коршуны в ваши дела и начали свою линию гнуть.
Это они тебе там улыбались за столом на праздниках, а потом за спиной шептали ему типа «ты не пара ему». Ты там вообще из-за твоей работы, происхождения, неважно там астрологического знака, ты не пара ему. Вот эти вот шептуны. А второе это, как сказать, это вот как сказать, вот долбанный пастушок, которого все считали просто болтуном. То есть тот типок, который вечно трепался на кухнях, якобы доброжелатель. То есть, вот как сказать, на ус присел. Он нес хрень про тебя и его друзьям, кидывал сомнения в твоей верности, а потом еще сливал инфу его родне. В итоге твой мужчина, он повелся на эту карусель из сплетен и из вот этих манипуляций родни. Его просто взяли в клещи. С одной стороны, семья давила вот этими узами кровными, да, и бабкиными завещаниями. А с другой стороны, этот змееныш, его друг, он нашептывал, что ты ему там изменяешь, так она не делает, вот и все. Вот свалил. Даже не удосужившись информацию проверить. Вас разлучил, знаешь, коктейль из его вот этой инфантильности, семейного контроля и ядовитого языка какого-то полупокера, извини меня за выражение, которому делать нечего. Какой совет? Ну, знаешь, стоять на этом перекрестке хватит. У тебя сейчас глазки, как у раненой там лисички. Первое, что нужно делать, отцепись от этой истории, как от пьяного мужика в метро. Вот что ты пристал к ним? Не надо больше рыться в его соцсетях, выпытывать общих знакомых, подруг и так далее. Анализировать не нужно. А то ты анализируешь, что значило его последнее СМС, там, как дела. И сфокусируйся на своей жизни. У тебя работа, здоровье, квартира, планы какие-никакие, которые ты откладываешь вечно. Начинай строить новую реальность. Кирпичик за кирпичиком, даже если будет казаться, что это бред. И самое важное, поверь, что завтра может быть лучше, даже если сейчас тебе кажется, что весь мир в говне. Нет. Не цепляйся за призраки прошлого, не пытайся вернуть то, что уже сгорело дотла. Если даже получится его вернуть, то вот это все повторится, понимаешь? А если он объявится с вот этими воплями «Вернись, я тебя люблю», даже не вздумай. Это уже не твой путь. Твой выбор сейчас — это стать собой, а не половинкой какого-то ублюдка, извини меня за выражение. Через месяц начнет отпускать, через полгода поймешь, что, как говорится, проехали. Через год вообще будешь смеяться, как ты вообще могла на него посмотреть. Вперед, прям вот от бедра в светлое будущее. Он не твой, он чужое говно. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. А что сейчас между вами в разлуке? Сигнификация. Ну, знаешь, у вас раздрай полный. Один, как рабочий муравьишка, копошится, вид делает, что шевелится, но на самом деле на месте топчется. И этот мужчина, он думает, что если он вот, как сказать, медленно, методично будет к цели ползти, то все проблемы сами решатся. А второй в это время пытается изображать режиссера спектакля. Ручками размахивает, планы строит, но ни хрена не делает. В итоге между вами стена выросла.
Ты либо утыкаешься в его упертый затылок, пока он в экран пялится, и вид делает, что работает над отношениями. Знаешь, вот. Или ты вот ловишь поток его пустых обещаний, за которыми нет действия вообще. Он тебе цветочки носит один раз в полгода. Считает, что галочку поставил. А ты сидишь и ждешь, хоть какой-то инициативы. Это не разлука даже. Это как будто вас запихнули в параллельные миры. Ты готова горы свернуть, а он тупо считает монетки и думает, как бы не переплатить там за квартиру лишнего. Не да, этот цирк с конями, он уже всем надоел. Вы оба ведь делаете, что все хорошо, но реально между вами только, как говорится, воздух и претензии взаимны. Так кто или что вас разлучил, знаешь, виноват конкретный человек. Тот самый, у кого жопа приклеилась вот к креслу. Это не ты, не он, это мужик в пиджаке, который считает, что мир крутится вокруг его кошелька. Он вас разлучил, потому что вбил себе в башку, что любовь — это когда вот пачки денег в сейф складываешь. Это или его отец, который все контролирует, или он сам превратился в этого скрягу-царька. И вот этот упырь, он просто взял и поставил ультиматум. Либо ты играешь по его правилам, сидишь тихо, не высовываешься, рот закрыт. Либо, как говорится, валишь от него. И знаешь, в чем прикол? Он даже не понял, что убил все вот живое, что было в ваших отношениях. Для него это как бизнес-план. Риски посчитал, прикрыл тылы и доволен сидит. А вы оба теперь как подопытные кролики. Один виснет в депрессии, второй боится слова промолвить, чтобы на скандал не нарваться. А все потому, что какой-то мужик с комплексом Бога решил, что его мнение — это закон. Нет, это не он. Это мужик, который можно сказать, управляет вашими отношениями. Какой совет? Знаешь, вытри свои сопли, свои слезы и мозги включи. Тебе нужно не ныть. Тебе нужно взять и поставить точку жирную в этой истории. Больно будет, конечно, как будто нож воткнули в сердце. Но это лучше, чем годами сопли жевать. Перестань вестись на его это «а давай подождем». Скоро-скоро все наладится. Хватит быть этим пажом при дворе этого короля. Не таскать ты ему кофе в постель. Не выслушивай нытье про кризисы. Сейчас, знаешь, твоя задача — это забить на его эти игры и взяться за реальные дела. Учесть деньги, считать, работу ищи, курсы по повышению квалификации пройди. Делай что угодно, лишь бы оторвать жопу от дивана. И не вздумай вестись вообще на его эти внезапные «давай еще раз попробуем». Это просто попытка вернуть тебя под контроль. Номер его выкини, пароли смени и начинай жить с чистого листа. Первые месяцы, конечно, будет хотеться написать ему, узнать что вы привязаны. Но просто вспоминай, как он смотрел на часы, пока ты рыдала. Знаешь, выжигай эту херню каленым железом. И вообще не оглядывайся. Пора начинать жить. И, конечно же, всегда помни, что дед всегда рядом.